Здравствуйте, с возвращением на Ламрин. И мы пришли к этому, у нас был Марше, то есть я признаю, что все были моей мамой. А потом Трин-Трен. Я думаю обо всем хорошем, что они сделали для меня, когда были моей мамой. Даже о муравье, ползающем по полу в ванной. Тринсо, мы просто должны были отплатить ей большим, чем она давала нам. Дайте ей состояние Будды за то, что она воспитала вас. И вот мы подошли к четвертому шагу, который называется Yi Он Чампа. Вы, ребята, все знаете слово Чампа. Это как Майтри, имя моего внука. Но И Он означает прекрасный. Они кажутся вам прекрасными. Люди кажутся вам прекрасными, и вы чувствуете любовь к ним. Итак, сейчас мы рассмотрим четвертую часть. Это следующая строка. И давайте прочитаем следующий абзац. Вы достигаете четвертого уровня, когда смотрите на людей, и они кажутся вам очень прекрасными. То есть вокруг вас обычные люди, и вы просто делаете с ними обычные вещи. А потом вы просто смотрите на них и думаете: Боже, они так прекрасны. Не обязательно физически, хорошо? Но вы чувствуете эту красоту в окружающих вас людях. И это похоже на то, когда вы работаете вместе с группой людей, и вы усердно трудитесь вместе, и вы справляетесь с этой работой, и тогда все выглядят прекрасными для вас. Нампрачарпа означает то, как это выглядит для вас. Так вот, Геше Потопе был один из этих ламп-кадампийцев около 1000 лет назад в Тибете. И одна пожилая женщина, Аамагеммо означает пожилая женщина, подошла к нему и сказала: что это за прекрасная любовь? Что значит иметь такую любовь, когда вы видите окружающих вас людей по-настоящему прекрасными? Что это? Как это описать? Как это получить? И он сказал: это та любовь, которую вы испытываете к своему сыну. И ее сына звали Кёлекор. Так что это как Джон или Пачи или что-то в этом роде. Он говорит, что любовь, которую ты испытываешь к своему сыну Пачи, это прекрасная любовь. И цель состоит в том, чтобы иметь ее в каждом. Вы считаете его очень прекрасным, потому что он ваш сын. Но теперь можете ли вы почувствовать это каждому? Когда вы видите всех окружающих вас людей очень прекрасными, они кажутся вам очень прекрасными. Это то, что мы называем шагом номер 4 в развитии видения Бодхисаттвы. Бодхичитта называется прекрасной любовью. Она видит людей прекрасными. И у нас есть фотография мамы с ребенком. И вы можете себе представить, что она видит своего ребенка очень прекрасным. Она влюблена в своего ребенка. Она видит его очень-очень прекрасным. Хорошо, давайте вернемся к тексту. А сейчас очень интересная идея. Он говорит: кстати, вам не нужно изучать шаг номер 4. Вам не нужно изучать шаг номер 4. И вы такой: что? Я изучаю его прямо сейчас. Он говорит: нет, вам не нужно это изучать. Признайте, что люди были вашей матерью. Подумайте о доброте, которую они проявили к вам. Подумайте о том, как отплатить за доброту. А затем автоматически мы видим фотографию здесь. Вы на автопилоте, верно? Вам не нужно управлять машиной. Ваш ум сразу же начнет воспринимать ее прекрасной. Как только вы решите, что хотите подтолкнуть ее, свою маму, к просветлению, конечно, вы увидите ее прекрасной, поэтому Пабонка Ринпоче говорит, что шаг номер 4 происходит как бы автоматически. Если вы выполните первые 3 шага, тогда четвертый шаг наступит автоматически. Вам не нужно об этом думать.
Ньон Патхён значит хорошо в них разбираться. Если у вас хорошо получаются первые 3 шага, воспринимайте их как свою маму, думаете о том, что они сделали для вас, хотите отплатить им взаимностью. Рангшун Кин Чунг Па означает, что это произойдет автоматически. Но каково нынешнее состояние всех существ? Сэнчэн Танче, что происходит со всеми людьми во Вселенной? Такала Юта означает «забудь об этом». В их сердцах нет абсолютного счастья. Забудьте об этом. У них даже нет обычного счастья в сердце. Они не могут обрести даже обычного счастья. Мы должны были отплатить вашей маме тем, что привели ее к абсолютному счастью. Но сейчас мы не можем дать ей даже обычного счастья. Даже на несколько минут трудно сделать другого человека счастливым. Нет, Гешева, моя мама иногда бывает счастлива. Я тоже иногда бываю счастлив. Это всего лишь страдания в другом костюме. Нет, в моей жизни есть и счастливые моменты. Это просто страдания с сахаром сверху. Это просто другой вид страдания. Большинство вещей, которые вы считаете счастьем, на самом деле просто боль с небольшим количеством сахара наверху. Вы можете говорить, что Китай делает всех людей, дает им абсолютное счастье, дает им все счастье, которое они только могут пожелать. Чимарун. Да, это было бы здорово. Чимарун. И, кстати, здесь мы переходим к нашей разновидности тибетской философии, которая очень близка к 4 неизмеримостям. Это очень и очень известная формула. Пусть у всех мам в моем мире будет счастье. Разве это не было бы здорово? Чимарунг означает «разве это не было бы здорово? Разве это не было бы круто?» Тампар Кирси, да, они должны быть счастливы. Я сделаю это, я позабочусь об этом, я возьму на себя ответственность. Так что разве это не было бы здорово? Меняем на «у них должно быть это», меняем на «я буду тем, кто позаботится о том, чтобы они получили его». Итак, здесь 3 шага. Чимарунг, эй, как бы было бы здорово, если бы все мои мамы были счастливы. Терпер Гюрчик, да, они должны. Давайте сделаем так, чтобы это произошло. Я сделаю так, чтобы это произошло. Итак, вот эти 3 шага. На фотографии мы видим 3 шага. И иногда мне требуется много времени, чтобы найти фотографию, а иногда она приходит сразу. И да, 3 шага. Итак, расскажите мне об этих 3. Номер 1. Чимарунг. Разве не было бы здорово, если бы все мои мамы могли быть счастливы? Затем Кьюрсик, да, это должно произойти. Шаг номер 2, затем шаг номер 3. Я сделаю так, чтобы это произошло. Я возьму на себя ответственность. И, кстати, в этих неизмеримостях есть 4-й шаг, о котором он здесь не упоминает. Что это значит? Да, эй, лама, эй, учитель. Учитель, лама и ангел. Ламаха. Пожалуйста, помогите мне сделать это. Здесь у него это не было. Так что если у вас есть такое влечение к людям, любовь к людям, компании, что с тобой произойдет, если вы достигнете такого места в своей жизни, когда вы смотрите на других людей, и они просто кажутся вам прекрасными? Что это за карма? Что это за такая карма? Что произойдет с вами, если у вас есть такая карма? Рин Трин Ле означает Рин Трин. Это ратна, а не мало. Как по-другому называется мало? Есть еще одно санскритское слово для мало, для гирлянды.
Ратна... Исследуйте его. У него два названия. Некоторые люди говорят Ратнамала, и некоторые люди говорят, я забыл как. Ченва. Есть известная история про то, как вы готовите прекрасные блюда для других, особенно для группы монахов или монахинь. И вы готовите для 300 из них каждый день. И трижды вы даете им завтрак, обед и ужин. Итак, идея такая, что, не знаю, вы приглашаете Далай-ламу, вы приглашаете какое-то святое существо в свой дом, и вы кормите их 300 домашними блюдами 3 раза за один день. Но даже по сравнению с кормлением этих высоких лам, высоких монахинь, высоких монахов, Чампа Ючцам означает, если у вас просто есть мгновение в вашей жизни, где вы подумали, эти люди такие прекрасные. Если у вас просто есть эта мысль, если она просто промелькнет в вашем уме, один раз таким образом, эти люди такие прекрасные, то это мощнее, чем подавать 1000 блюд очень высоким ламам. Это более хорошая карма, чем подавать всю эту еду высоким ламам. Чармипцо означает, что она не составляет и 1%. Карма обслуживания, приготовления, как это называется, домашней еды для 1000 высоких лам, или просто когда мелькнула мимолетная мысль, эти люди вокруг меня такие прекрасные, и я бы хотел, чтобы они были счастливы. Эта карма лучше, больше хорошей кармы. Вам понятно? Давай. Ратнамала. Я расскажу вам позже. Вы можете найти это. Его книга не называется Ратнамала. Она называется как-то по-другому. Не, продолжай искать. Я поищу это позже. Вот стих. Он процитирует стих. Вот что должно произойти с тобой, если ты, в этом исключается сила кармы сидения на стуле и смотрения на других людей с чувством, что они прекрасны. Они, как мой собственный ребенок. Я хочу, чтобы ты был счастлив. Ты кажешься мне таким прекрасным. Будет чампа для вас. И что это значит? Могущественные боги, мирские боги, а также тантрические боги и люди. Ты им будешь нравиться, когда вы будете встречаться с людьми, они будут дружелюбны к вам и скажут: «Привет, доброе утро». Я ходил сегодня утром на анализ крови, регулярный осмотр. Там девушка была такой милой, и она просто, боже, она должна просто сидеть там весь день. Встать в 4 часа, в 5, и она была такой приветливой. Это просто чампа. Люди будут чампа к вам. Они также предпримут шаги, чтобы у вас было все хорошо. Они защитят вас. Как Джигна заехала за мной рано утром, чтобы отвезти меня туда. И это патанг. Тогда вы всегда будете чувствовать себя счастливым. Глубоко внутри вы будете чувствовать себя счастливым. Это от того, что у меня есть те моменты вали, ратнавали. Едепа, вы будете чувствовать себя счастливым. И етаманг означает, хорошие вещи будут происходить с вами и дальше, в течение всего дня. Кстати, что это за карма? Всего за несколько секунд вы думаете о том, как прекрасны люди вокруг. Вы можете съесть немного плохой мексиканской еды в Америке, и вас не стошнит. И цюнкиньмё означает, люди нападают на тебя с оружием или ножом, и с тобой ничего не случится.
Это происходит как раз из тех моментов, когда мы думали, что люди прекрасны. Это и есть карма, и есть 8 карм. Он перечисляет 8 без особых стараний. Все, что вы хотите случиться в вашей жизни. Вы добьетесь успеха во всех своих проектах и делах без особого труда. Вы родитесь в мире чистого, что иногда означает своего рода временный рай Бога. И Брахма главный там, но на более высоком уровне это означает рай Будды. Даже если вы получите просветление сразу же, просто благодаря тем моментам, чувствам любви к людям. Эти 8 замечательных вещей будут происходить с вами. Следовательно, эти 8 преимуществ кармы, просто видение время от времени других людей прекрасными, придут к вам. Так что это довольно простой способ получить много прекрасных результатов. И это просто. И обычно, не знаю, как вы, то есть если вы не в хорошем настроении, вы смотрите на людей, вы за рулем, а вот и Майкл за рулем своей машины, и он такой раздражен на всех, и мы говорим о том, чтобы поймать свой ум, когда он раздражается на людей, а потом поймать его и сказать: «Эй, как прекрасны люди, люди прекрасны. Ты хочешь жить один в чулане? Это не сделает тебя счастливым. Люди прекрасны. Иди будь с людьми». А сейчас есть очень замечательный стих Арьи Нагарджуны, который я хотела бы включить сюда. Поэтому я вставляю новый стих в текст. Это один из моих любимых стихов всех времен. Если я не ошибаюсь, это еще Ратнавали, и я думаю, да. В любом случае, вот он. И я много преподаю его студентам DCI, и я бы хотел, чтобы вы, ребята, я хочу показать его вам, потому что речь в нем идет о силе той кармы, когда вы просто думаете, что люди вокруг вас прекрасны. Только на несколько минут подумайте о том, как прекрасны люди вокруг. Итак, давайте пройдемся по этому стиху. Покажите этот стих. Хватит уже. Есть стих Нагарджуна. Хорошо, вот он. Я не ставил произношение, я не ставил техническое произношение, но я сделаю это с вами здесь. Скажите, вы готовы, ребята? Chantir, Matter, Muktih, Karpa, Sarvarta, Sadhani. Окей, хорошо. Давайте пройдемся по нему. Это корреляция, кармическая корреляция, представленная Нагарджуной, чрезвычайно красивая, чрезвычайно завершенная в одном стихе. Люди говорят мне: я хочу немного выучить тибетский язык, я хочу немного выучить санскрит. Тогда выучите этот стих. Это отличный стих для того, чтобы выучить. Это очень мощно, удерживать стихи в своем уме. Это сродно тому, что Нагарджуна говорит с тобой весь день. Это очень красиво. Так что выучите его, запомните его. Это кармическая корреляция, согласно Арье Нагарджуне. Дана Бхога. Дана — это значит ребята. Да, даяние. И потом, что такое длинное АТ на санскрите в конце слова? Длинное АТ, да, из, от выполнения дана вы получите это. Поэтому он продолжает повторять это АТ, которое как для А. Существительное, оканчивающееся на А, означает из. Данат означает из.
от. И буква Т меняется на Д перед буквой Б. Вот и все. Итак, дана. Что вы получаете, отдавая вещи людям? Бхога. Бхога означает удовольствие. Да, много вещей. Как самбхогакая, верно? Вы получаете деньги, вы станете процветающим, ваша жизнь будет полна денег, домов, машин, вещей, прекрасных вещей, хороших вещей, которые классно иметь. Например, у вас может быть больше денег, чтобы помочь ALL. Просто назовите клуб Оро. Но вы получаете эти деньги для пожертвований благодаря Дане. Теперь из-за поэзии он должен сказать следующее наоборот. Шейлат от Шейла. Да, нравственный образ жизни. Буквально Шила означает, вы знаете, что это значит? Прохладная и освежающая Шила. Итак, Шила от того, что вы хорошо относитесь к другим людям. Вы получаете сукхам. Вы просто все время чувствуете себя счастливым. Кстати, к этому времени вы можете уже видеть, что он идет по 6 совершенствам. Какое следующее мы ожидаем? Да, не расстраивайтесь. Кшантьях означает терпение. Кшанти означает терпение. И это хс на санскрите часто меняется на куи в английском. Так тишина, как тишина от умиротворенности. Вы получаете кантиха. Кантих означает золотой. Де оро, как там торо. Это кантих. Это означает золотистый цвет лица, что означает красота, или красивый, или красивая. Так что либо пачи, либо пау вы можете получить от того, что были терпеливыми в вашей прошлой жизни. В следующей жизни мы еще не знаем. Итак, это означает, что если вы не злитесь на людей, тогда ваше лицо будет все более и более красивым. Он говорит «золотой». Шрамат дьютих. Шарамат означает как шраманера. Это означает усердная работа. И это также подразумевается веселье. Если вы радуетесь, Шантидева дает определение 4 совершенству, как получение удовольствия, когда вы делаете хорошее для людей. Так что просто получайте удовольствие от того, что совершаете хорошие поступки, но неплохие. Это называется шрамат. И шрамат дьютих. Дьютих – это очень интересное слово. На современном хинди это слово обозначает электричество. Да, это значит, что вы будете яркой личностью, а это значит, что вы станете лидером. Людей будет тянуть к вам, вы будете иметь сильную, притягательную личность. Как это называется? Вы будете харизматичным именно. Это называется дютих. У вас будет электрическая наружность. Это также слово обозначает молнию в древнем санскрите. Дютих. Дьянах означает это их дьяны из медитации. Шанти. Ша меняется на ча после с. Итак, это шантир, это шанти, что означает спокойный. Вы всегда будете умиротворенным. Итак, он проходит по 6 совершенствам и проводит кармические корреляции в одном прекрасном стихе. И его очень здорово было бы запомнить. Если вы хотите выучить немного санскрита, если вы хотите произвести впечатление на других людей на коктейльной вечеринках, на озере Чапала, в том районе, в ресторанах вокруг, то выучите один стих на санскрите. Матер означает мати. Да, ум. В смысле, что вы понимаете 2 мужей на кухне. Это называется мати. И творительный падеж – это матер. От мате, от понимания мукти. Вы получите свободу. Да,
вы получаете свободу. Свобода приходит от понимания вашего мужа на кухне, когда он кричит на вас. Итак, Кешева, почему ты вставил этот стих сюда? Мы не говорим об этом. Я имею в виду, это очень мило, но мы не об этом говорим. Да, но мы говорим о следующем, который Кирпа Сарватра Садхани. Кирпа означает любовь. Кирпа означает любовь. Сарва означает все. Сарва Ата означает как сидха, цели. Садхани вы достигнете, это садха означает достигать. Вы достигнете всех своих целей. То, что он говорит этим, и это очень необычно. И я думаю, что многие из моих друзей, христиан, согласились бы с этим. Он говорит, да, вы можете практиковать эти 6 совершенств. Они важны. Каждый из них имеет мощный кармический результат. И, конечно, вы должны практиковать их. Но на самом деле, если у вас есть 5 минут настоящей любви к кому-то другому, это позволяет достичь всех целей вместе взятых, все 6 целей. В Сарвата вы получите все 6 целей вместе, если у вас будут 5 или 10 минут реальной любви к кому-то другому, чудесной любви, прекрасной любви. Здорово. Так что не забудьте об этом. Мгновение, когда вы думаете, что все люди вокруг вас супер прекрасные, равно карме этих 6 совершенств. Вау! Или кормлению миллиона монахов. Хорошо, следующая часть текста. Теперь, когда вы чувствуете, что люди прекрасны, чем больше вы можете сделать это чувство, тем больше вы приумножите свою карму. К чем большему количеству людей вы испытываете прекрасную любовь, тем сильнее эта любовь. Кхяпы. Если вы сможете немного как бы распространить это на большее количество людей, карма такова, что вы станете Хорлог-югпа. Чакравартин, да. Император колеса, да. Что это за колесо? Космический корабль. Это означает король мира. Это означает президент всего мира. Так что это интересно. Если у вас время от времени возникает ощущение, что окружающие вас люди прекрасны, и вы их любите, это очень мощная, хорошая карма. Если вы можете продвинуть это немного дальше по отношению к большему количеству людей, тогда она внезапно размножится, и вы станете королем мира. Это не так уж много, еще 10 человек. Эй, вы хотите быть королем мира? Чувствуете ли вы прекрасную любовь к людям? Хоть к нескольким. Можете ли вы распространить ее еще на 10 человек? Вы можете стать королем мира, если это сделаете. Хорошо, я так и сделаю. Цангпа означает тот очень мощный мирской бог Брахма, который правит целым царством, планетами, миллиардом миров. Вот почему в приведенном выше стихе говорится, ты можешь отправиться в место Брахмы, если у тебя есть эта прекрасная любовь. Но если вы сможете охватить этой прекрасной любовью всех существ одинаково и распространить на всю Вселенную, мы называем это великим Брахмой, Маха-Брахма, что означает буддовость. Вы можете достичь просветления. Просто попытайтесь распространить вашу прекрасную любовь немного дальше. Хорошо. Это подводит нас к... Сколько у нас уже? Так ли? Мы на 5? Да, мы на 5. Немджи Ченпо, великое сострадание, Маха Каруна. Вот.
Давайте перейдем к пятому. Шаг номер 5 из 7 причин и следствий для обретения видения Бодхисаттвы. Ненджи Чен По Ни. Что это? Что такое великое сострадание? Чунбо означает, что это действительно точный и эффективный инструмент, который может помочь вам достичь самого просветления. Итак, теперь мы говорим о сострадании. В общем, разница между состраданием и то, что вы говорите. Вы можете сказать, что чемпа означает, что вы любите людей, вы чувствуете майтри, сострадание. И тогда ненджа означает, что вы хотите помочь им избавиться от их боли. Итак, чемпа, вы хотите, чтобы у них было что-то приятное, и ненджа означает, что вы хотите, чтобы они избежали боли. И мы вернемся к этому позже, но есть большой спор. Некоторые люди говорят, что чампа идет сначала. Вы знаете, сначала вы должны полюбить кого-то, как своего собственного ребенка, а потом вы можете избавить его от боли. И некоторые люди говорят, нет, 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 если ребенок падает с велосипеда и ушибается, вы не даете ему конфету. Сначала вы устраняете боль, а потом вы дарите ему любовь. Так что сострадание и любовь. Чен Ринпоче сказал, когда Цонгкапа описывает шаги для достижения бодхичитты или видения бодхисаттвы, он сказал в своем ламрим чеммо, в своем великом ламриме. Он сказал, все 7 шагов запускают сострадание. Все 7 шагов крутятся вокруг сострадания. Сострадание — это центр пропеллера самолета. И все вращается на сострадании. Че Цонгкапа описывает это так. Да, есть 7 шагов, но номер 5 — это тот самый, вокруг которого все вращается. Он считал это самым важным. Когда вы описываете другие как причину и следствие, вы на самом деле говорите не о том, чтобы вызвать эффективную бодхичитту. Вы говорите о сострадании как о причине и следствии. Взаимоотношения всех остальных 5 шагов заключаются в том, что они являются либо причинами сострадания, либо результатом сострадания. И вот почему мы называем это 5 шагами причины и следствия. Это не бодхичитта, а это результат. Дело в том, что все определяется относительно сострадания. Он думал, что это очень важно. Микки Селте означает, что он дал уникальное объяснение. Миксел означает особый или уникальный. Это очень важное слово в монастыре. Потому что миксел означает, что у вас есть официальное исключение из правил от настоятеля. Вам не нужно мыть посуду, вам не нужно заниматься земледелием. Я получил миксел для земледелия, потому что я был бухгалтером. Знаете, они заставили меня работать на ферме всего 1 день. Надо было стоять на быке, стоять на спине быка. Я выдохся в первый же день, и они сказали: ты занимайся бухгалтерией, у тебя есть миксел. Ты не должен идти и заниматься земледелием, так что это называется миксел. Здесь и страдания — это миксел, страдания — это особый случай. Все вращается вокруг сострадания. Согласно Че Цонгкапе. Мне нравится эта фотография детей, прыгающих в воде. Мы обсуждали, в какой стране это могло бы быть. Мы еще не знаем, но мне кажется, что из сострадания вы можете прыгнуть в Дакшиньянже. Что такое Дакшиньян? Равный и обмен. Равный и обмен. Равный означает, что каждое живое существо имеет право на счастье. Равное право. Обмен означает поставить себя на место другого.
Понаблюдать за собой и посмотреть, насколько вы суровы к людям, это забавно. Это не значит, что я собираюсь притвориться, что я Пау, и я собираюсь быть милым или что-то в этом роде. Это значит не это, это значит, что я буду Пау. Посмотрю на Геша Майкла, я вижу, сколько беспокойства Геша Майкл причиняет Пау. Так что вы можете сделать равенство. Я равен тебе, у нас есть равное право на счастье. Зачем Гешеву посылать кого-то еще купить круассан? Почему другие люди не могут отправить Гешева купить круассан? Это было бы равностью, верно? И потом, каково это, когда Гешева говорит: ты пойди и купи мне круассан. Но Гешева не говорит: я пойду куплю тебе круассан. Это кажется несправедливым, это кажется неравным, верно? Итак, это два шага нянджи. Если вы можете сопереживать боли других людей, тогда вы можете обменивать себя на других. Если вы не можете осознавать, что кто-то другой чувствует себя плохо по поводу бегания за круассанами, если вы не достигнете такого уровня осознанности или чувствительности к чувствам других людей, тогда вы можете делать обмен. Тогда вы сможете делать обмен. Так что это хорошее место, чтобы спрыгнуть. Если вы хотите воспользоваться другими замечательными методами достижения бодхичитты, которые являются двумя шагами, увидите, что вы равны другим, а затем поместите себя в их глазах и посмотрите на себя. Это второй классический способ обрести бодхичитту. И это хорошее место, чтобы спрыгнуть с 5 шагов и перепрыгнуть на 2 шага Шантидевы. Это хорошее место для прыжка. Если хотите, то есть специальная практика медитации. Как она называется? Я забыл. Обмен меня на других? Нет, это не поднимаетесь через 8 уровней сферы форм, а затем идете на 8, 4, извините, 4 и 4. Это называется пелгом. Пелгом означает, что вы не видите 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вы идете 1, 3, 5, 7, 6, 4, и вы перескакиваете, так что если вам так хочется, и это Геша Майкл, дающий вам дополнительное задание, этого нет в тексте. Если вы хотите блеснуть и хотите бросить вызов себе, попробуйте попрыгать между двумя способами достижения бодхичитты. Первый – это 5 ступеней, что мы изучали, а второй – дакшаньямджа – равный. Равные, осознайте, что вы равны с другими. А затем попытайтесь увидеть, как они видят вас, что называется обменом для других. Но это не то, что вы думаете. Это не то же самое, что поставить себя на место другого. Это не означает это. Это значит погрузить себя в тело Кристины и посмотреть на Геша Майкла. И посмотреть, каково это быть с Кристиной. Как Геша Майкл обращается с Кристиной. Посмотрите, каково Кристине смотреть на Геша Майкла и видеть, как он относится к ней. Так что вы можете получить бодхичитту любым из этих способов. То, что я говорю, это то, что Цангкапа сказал 5 шагов для достижения бодхичитты. Они вращаются вокруг 5-го шага. Извините, 7 шагов вращаются вокруг шага номер 5. И я скажу еще одну классную вещь. Если вы хотите, вы можете перейти с 5-го шага на способ Шантидевы для обретения бодхичитты. Прямо сейчас мы изучаем способ Атиши для обретения бодхичитты. Верно? Ладно, поехали. Если вы император колеса или, как называется, король летающих тарелок, вам нужна ваша летающая тарелка. Если вы бодхисаттва, вам нужно ваше сострадание. То, что он здесь говорит, это кхор-кюн-кью кхорло. Если вы собираетесь стать королем космического корабля, то вам лучше обзавестись космическим кораблем. Если вы собираетесь стать бодхисаттвой, то вам лучше обрести некоторое сострадание. Или если вы хотите быть живым человеческим существом, а не камнем или деревом, вам лучше иметь немного жизни, человеческой жизни внутри вашего тела. И то, что он говорит, это то, что так же, как жизнь оживляет человеческое тело, сострадание оживляет человеческую душу.
Хорошо. Отлично, мы закончили этот урок. Далее мы отправимся в путешествие в величайшую книгу Цоккапа о пустоте, потому что там есть кое-что, что поможет нам с нашей бодхичиттой. Увидимся на следующем занятии. Ура!